Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 4 по 10 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И основные вопросы, направления в нашем еженедельном прогнозе. Что важно знать? Неожиданности. Ну, вот такие карты выпадают. Хотела сказать, что скрыто. А вы знаете, перемены в вашей жизни, причем которые словно врываться могут в вашу жизнь, или обстоятельства, это может прийти с новостями, какой-то информацией, и вы, скорее всего, будете принимать решение. Может быть, словно что-то вас позовет дорогу, или, правда, какая-то поездка может быть внезапной. Для кого-то из вас это карта колесница, вопросы, связанные с вашим авто. Вот такое тоже иногда проигрывается. Но, мои дорогие, все-таки это старший аркан. Это тот какой-то забег марафонский, может быть, на долгий период времени, потому что старшие арканы не проигрываются в разрезе одной недели. Перемены сами по себе приходят в вашу жизнь. Да и период у нас сейчас очень знаменательный. Наверное, в течение марта месяца, особенно если мы говорим ближе к концу месяца, пусть это не разрез, опять же, одной недели, но у нас в марте происходит коридор затмений, точнее он начинается с лунного затмения в южном узле лунных узлов, это знак Весы, а закончится 8 апреля в вашем знаке зодиака. У нас затмение происходит, коридор, именно в знаках лунных узлов. Это судьбоносный период, мои дорогие, и для вас как будто вот-вот, как зеленый свет, или те возможности и к осуществлению ваших желаний, ваших намерений. Но надо помнить, что когда выпадает аркан колесница, мы не можем что-то предусмотреть в деталях. Мы должны использовать те возможности, которые нам предоставляет судьба. Назовите это пространство, вселенная, как угодно. Но это может быть не совсем то или не в том контексте, как вы этого ждете. И быть готовым к тому, чтобы скорректировать свои планы, чтобы что-то не упустить, это будет очень важно. Ну, давайте мы перейдем все-таки к нашему еженедельному прогнозу. Видимо, вам это важно знать. Итак, все же я сама достану карту. Что вам важно знать, мои дорогие, на неделю с 4 по 10 марта? Чего не избежать? Или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег, личная жизнь, как видят карты. Что же важно знать? Продуктивный период, причем достаточно конкретный, 8 пентаклей, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на заработки, на решение вопросов по финансам. Может быть, у кого-то это кредиты закрыть или наоборот, к примеру, взять ипотеку, или, может быть, это как-то связано с бизнесом, вы что-то просчитываете тоже. Но эта карта уже профессионализма и как будто должно идти по нарастающей. То есть для кого-то из вас карта может подсказывать, тебе нужно делать карьеру, а не оставаться на том месте, в котором ты или на котором ты сейчас находишься, или в той должности. Для кого-то из вас это как переход к личному делу или к личному бизнесу, назовите так, к собственному ремеслу, когда мы заняты тем, что мы хотим осуществить. Не живем где-то в разрезе одного дня, а ставим перед собой конкретные цели и, возможно, как тезис-план что-то просчитываем на бумаге, потому что пентакли – это всегда конкретика. И это нет чего-то размытого, и нет никаких эмоций. В неожиданностях. А в неожиданностях у нас рыцарь жезлов. Вам действительно как будто либо поехать куда-то нужно, или откликнуться на какую-то информацию, и мы не можем это отложить на потом. По рыцарю жезлов тут как раз ваша энергия проигрывается, мои дорогие овны, когда быстро проанализировать придется обстановку и как-то с этим провзаимодействовать. У кого-то это будет достаточно осуществить, может быть, звонок или написать СМС, сказать, что я в теме, а для кого-то из вас все же поехать на местности другой, решать те или иные вопросы. А также эта карта может говорить и к вам. Человек может приехать, тому быть готовым, чтобы неожиданности не застали нас врасплох. Одним словом, придется взаимодействовать.
чему сейчас не время. Вы знаете, ну вообще ваши как бы энергии, королева жезлов, что эта карта говорит? Королеву жезлов отличает то, что она умеет хранить молчание. Она умеет хранить как и свои секреты, так и чужие. Она умеет правильно провзаимодействовать с информацией, пока что-то не выяснит для себя или не расставит все точки над «и». Перепроверит какую-то информацию и только потом действует. Это сильные люди. Это, по сути, ваша позиция. Но здесь не должно быть, если мы говорим, чему сейчас не время, непродуманных действий. Правда, вот эти пентакли нужно просчитать. Нельзя как будто, с одной стороны, что-то вас может ускорять, но сказать, что поддаться импульсу, вдохновиться и прямо сразу приступить к действиям, нет. Откликнуться, чтобы чего-то не упустить, это точно. Но когда мы с места в карьер срываемся, то нет. О себе рассказывать много, не время. Делиться своими планами, тоже не время. Может быть, украдут вашу идею. Кто знает, так тоже в нашей жизни бывает. Или рассказав о себе что-либо, вы можете кого-то подтолкнуть к зависти. Увы, такое тоже может быть. Поэтому сохраняйте сами себя. Вот этому точно время. И давайте, чему время? А вот почему нам такие советы дают. Вы столкнетесь с людьми или с какой-то разношерстной информацией, когда либо вас пытаются к чему-то склонить, или чтобы вы согласились с чьей-то идеей, или с позицией, с ходом мысли человека, или вам могут донести буквально информацию и сказать, что это точно на 1000% проверено, а на самом деле истина будет в другой стороне. По пятерке жезлов нам еще раз дополняют и говорят: не включайся в какие-то распри, мои дорогие, в какие-то доказательства, в какие-то споры, дискуссии. Здесь будет для вас очень хорошо, если вы словно себе оставите полшага для маневра, отступив, когда вы сможете наблюдать за теми событиями, которые перед вами разворачиваются, и ничего не предпринимать, только анализировать информацию, новости, понимать то, что я не могу собой рисковать. Может быть, буквально физически, может быть, своим бизнесом, своей должностью, своей репутацией. Потому что могут буквально люди со своими идеями или какими-то новостями вас отвлечь и от дел, а то и втянуть в какое-то, мероприятие, а вам туда не надо, мои дорогие овны. Что скрыто? Ну, точно. Все то, что я сейчас сказала. Аркан справедливости. Будь честен сам с самим собой. Вот в первую очередь. Вторая очередь или второй момент, который нельзя упустить. Все ваши действия должны согласовываться с законами. И, может быть, какой-то проект выглядит очень привлекательно и заманчиво. А если вы переложите на конкретику и просчитаете, как закон в отношении меня работает, или какие-то положения, то вы увидите, что вообще-то не так все безоблачно. Может статься так, что по прошествию времени вам придется в одиночку какое-то дело расхлебывать. Тут вам всей правды как будто не говорят, понимаете? И вы тоже не играйте в открытую, держите козыри при себе, и тогда это будет для вас сильная позиция. Но себе самому сказать правду или найти вот эту информацию по закону как будто абсолютно необходимо. Конечно, по аркану справедливость может быть и та ситуация, когда ведь здесь у нас причинно-следственные связи. Когда вы что-то сделали хорошо, и теперь словно пространство откликается и вам в чем-то помогает. Не обязательно это руками того человека, кому вы помогли. Может быть, это кто-то другой как будто откликается на вашу просьбу или удачно складываются обстоятельства. С другой стороны, что скрыто? Может быть и прежняя ситуация, когда мы сделали тоже что-то, но не очень хорошо, или не придали чему-то значения, а теперь оно возвращается. Вот помните, наверное, и на этот период, и на последующий, вам действительно нельзя собой рисковать. Карта рыцаря жезлов, она ведь говорит, что мы можем столкнуться с той ситуацией, к которой мы не готовы. И значит, вот эти полшага для маневра, чтобы не быть втянутым в то дело или в какое-то событие, из которого потом будет сложно как будто выбраться. Вот вам, возможно, на этой неделе принимать такое Соломоново решение и придется. Дела, работа, бизнес. Вот прошлые ошибки как будто точно не должны повторить. Не должно быть, знаете, какого-то шаблона из прошлого, стереотипа. Здесь как будто
ваш профессионализм, вашу экспертность, ваше признание, ваше продвижение нужно строить с новых позиций или использовать совершенно новую тактику. Может быть, где-то и напоминают себе люди из прошлого или какие-то ситуации действительно на этой неделе словно требуют вашего внимания. И какая-то новость может прийти внезапно. Вы уже успели забыть о конкретном, может быть, деле или чем вы там занимались. Но, значит, решить или окончательно последний как будто аккорд сыграть в конкретном деле для вас тоже нужно, с одной стороны, чтобы согласовывалось по закону, с другой стороны, может быть, и сделать то, чего от вас не ждут люди. И все это должно быть достаточно продумано, четко и безошибочно, мои дорогие. Правда, десятка мечей нам говорит: закрой прошлое дверь. И вполне вероятно, если у кого-то были сомнения, например, а стоит ли мне этим делом заново заниматься, например, да, или у вас ведь весь восьмерка пентаклей – это карта уверенности в себе, причем такой основательной. И знаете, вот когда мы не уверены, тогда мы не соглашаемся на какие-то мутно-скользкие ситуации. Но в тот момент, когда мы достаточно сильны, нам кажется, что нам море по колено, и могут нас в этот период втянуть в те вопросы, которые в последующем как раз нас как-то будут дезорганизовывать. Вот карта говорит: с одной стороны, не соверши ошибки, с другой стороны, не пытайся реанимировать прошлое. Финансы. Королева Пентаклей. У кого-то это может быть как человек, с которым вы взаимодействуете по бизнесу, или, может быть, это руководитель на работе, или ваш компаньон, или, может быть, для кого-то, знаете, как помощь человека близкого вам. С другой-то стороны, это карта уверенности и, ну, того, что вы словно отстраиваете свою жизнь в соответствии с вашими планами. Королеву Пентаклей отличает то, что она умеет из хаоса создать порядок. Королева Пентаклей создала себя сама. И та идея, или мечта, или цель, назовите как угодно, которая родилась в ее ментальности, она ее осуществит обязательно на практике. Это сильная достаточно позиция, но у вас две как будто в противоположных значениях карты и обе королевы. Правда, мои дорогие овны, о вас могут сплетничать. Или не давайте вы сами повод вам завидовать, мои дорогие. Вы можете оказаться в таком обществе. Или среди тех людей, которые говорят одно, а делают другое. Поэтому примите это во внимание. С вами не будут откровенны на этой неделе. Рядом пятерка жезлов. Но вместе с тем у вас сильная позиция. Подстрахуйте себя, может быть, узнав какой-то закон или порядок, регламент, как осуществить вот это ваше намерение. И тогда, ну, прогресс это точно будет. Для кого-то из вас это прогресс, который на долгий период времени. Сильная позиция. В личной жизни. Ну, вы знаете, даже в личной жизни с вами могут спорить, не соглашаться, правда, или есть как будто противостояние какое-то. Нам говорят: сохраняй терпение, даже если от этого слова у вас внутри все закипает, и тем не менее, как пятерка жезлов, так посмотрите, и семерка жезлов нам действительно помогает, когда мы не увеличиваем дистанцию конфликта или когда мы никому ничего не доказываем. Да, по семерке жезлов у нас хватит как будто и сил физических, и ментальных кому-то что-то доказать, настоять на своем. Но потом мы приходим к выводу, что нет, зря потраченные усилия, нервы, время, энергия, и мы никому ничего не доказали. Более того, мы проговорились и какие-то свои планы в этом споре выдали. Ну вот вообще, две карты в позиции. Что вам помогает именно уйти от какого-то конфликта, от спора? И плюс даже, может быть, это касается личной жизни. Нейтральная позиция, мои дорогие, по отношению к вашему социуму, отчасти даже к вашим близким, правда? Почему-то так. Именно на этой неделе будет усиливать ваши возможности или увеличивать, может быть, энергетически, да, ваш потенциал, не потратить время впустую. Все-таки эти две карты как раз громко кричат на этой неделе, как будто это нельзя упустить из вашего внимания, иначе либо план ваш, ну, может не состояться,
либо вы сможете нажить себе врагов, мои дорогие, правда, это есть. Или тех злопыхателей, которые будут ждать удобного момента для того, чтобы вам поставить подножку. Или, ну, может быть, для кого-то из вас разругаться с близкими. Мои дорогие, ну правда, при всем при том, что позиция сильна. Перекладывайте на себя, будьте магами и волшебниками, если судьба не оставляет ничего другого. И будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие овны.